Давайте свяжем вместе со мной к Пасхе вот такого вот петушка или курочку, можно сказать, которая будет нам нести золотые яйца. Вот такая курочка. Очень легко вяжется. Для головки курицы мы вяжем сначала 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Затем соединяем их в кольцо соединительной петлей. У нас получилось колечко. Делаем 2 воздушные петли для подъема и начинаем вязать первый ряд. Мы делаем еще одну воздушную петлю, так как у нас рисунок будет соответственный. И начинаем вязать столбик с накидом, потом воздушную петлю, еще столбик с накидом, потом опять воздушную петлю. И таким образом мы вяжем 10 столбиков с накидом, и соответственно в промежутке также будет 10 воздушных петель. Вот мы вяжем последний столбик, делаем воздушную петлю, вяжем последний 10-й столбик, делаем воздушную петлю и соединяем со второй воздушной петлей для подъема. Вот так вот. Вот у нас получилось всего вместе с воздушными петлями 10 столбиков. Теперь мы вяжем второй ряд. Мы идем соединительной петлей, полустолбиком под воздушную петлю, и здесь начинаем вязать. Делаем 2 воздушных петли и вяжем 2 столбика с накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Всего вместе с 2 воздушными петлями получилось как бы зрительно 3. Поэтому в следующую воздушную петлю мы делаем просто 3 столбика с накидом. И так вот вяжем по кругу. То есть под каждую воздушную петлю мы делаем 3 столбика с накидом. Можно делать столбики с 2 накидами, если вы хотите головку немножко побольше иметь, но в принципе это не обязательно. Вот я связала второй точно такой же кружочек, и теперь я соединяю их. Но перед этим я делаю метку на 8 петель назад, потому что здесь остается у меня отверстие для дальнейшего вязания курочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я не довязываю потом эти 8 петель. А сейчас я начинаю просто соединять между собой обе половинки. Я делаю просто по кругу столбики без накида. Вот я столбиками без накида просто соединяю все по кругу. Вот таким вот образом. У нас по кругу получилось 30 петель.
получается такой бордюрчик. Соединяем до нашей метки. Я довязываю соединение до нашей метки. Вот, я закончила. Теперь у нас осталось здесь с каждой стороны по 8 петелек. Теперь я начинаю вязать отсюда, прямо от головы, туловище нашей курочки. Для начала следующего ряда я делаю воздушную петлю и начинаю сразу вязать столбики с накидом. Просто в столбике с накидом последнего ряда головы. Я делаю столбик с накидом, затем воздушную петлю, столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. И так обвязываю до конца одну сторону. Я провязала одну сторону. Здесь у нас 8 столбиков. Перехожу просто на вторую. Сразу делаю воздушную петлю и перехожу на вторую сторону. Начинаю здесь вязать в каждую петельку столбик с накидом и воздушную петлю. Воздушную петлю и столбик с накидом. Вот так вот у нас получается. Переход, так начинается туловище. Мы связали теперь первый ряд, теперь вяжем второй. Мы идем сначала нашу первую воздушную петельку, как всегда. Делаем 2 воздушные петли для подъема и вяжем под воздушную петлю столбик. Вот у нас получилось как бы зрительно 2 столбика. Затем мы делаем 2 воздушные петли, и в следующую петлю воздушную мы делаем 2 столбика с накидом. Опять делаем 2 воздушные петли. И так вот под каждую воздушную петлю предыдущего ряда мы делаем 2 столбика, и затем делаем 2 воздушные петли. У нас получается постепенное расширение туловища. Я провязала второй ряд. У нас получается такой как бы воротничок у курочки. Начиная с третьего ряда мы начинаем вязать столбики с 2 накидами. Для начала мы идем под 2 воздушные петли, делаем 3 воздушные петли в третьем ряду туловища и делаем туда 3 столбика с 2 накидами. Ну, то есть в данном случае я делаю 2, потому что у меня уже есть как бы 3 воздушные петли. Я делаю здесь 2 столбика. Но под дальнейшие петли я буду делать 3. В промежутке я делаю 2 воздушные петли и вяжу здесь 3 столбика с 2 накидами.
Вот я провязала. Вот такой рисунок у нас получается. Затем 2 воздушные петли. И опять 3 столбика. И так весь ряд.